Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте посмотрим сегодня, что скажут карты. Даже просто вот карты шепчут, а жизнь подсказывает, да, вот такой расклад. Ну, вообще посмотрим, когда вот, допустим, ситуация такая, что на грани стоишь. Посмотрим, что сейчас происходит, да, на самом деле. Посмотрим какую-то скрытую причину, может быть, карты подскажут, которая привела вот вас именно в эту точку сегодняшнего дня. Посмотрим, чего вы боитесь. Давайте. Что еще можно посмотреть? Где выход? Где искать этот выход? Да? Что сделать прямо сейчас, может быть, или чуть позже? Или уже сделано что-то? Какое послание, да, послание, итог, вот что скажут карты, что передадут высшие силы там или ангелы ваши. Давайте посмотрим. Поддержка нужна, хочется какую-то поддержку. Опять же, от ангелов, от Вселенной, да, чтобы была защита. Ну и хочется поддержка от людей, которые рядом, которые, может быть, далеко сейчас, и хочется, чтобы они были рядом. Так что такой вот расклад. Карты шепчут, а жизнь подсказывает, да? Посмотрим. Думайте о себе, проговорите свое имя и, да, можете задать какой-то вопрос. Возможно, именно он как раз откроется сегодня на раскладе. Ваш вопрос для вас. Так, ну, начинаю. Сначала посмотрим сигнификацию. Что карты о вас скажут. Страшный суд, семерочка кубков. Что вы себе запланировали, но то, что вы хотите, оно как будто бы подвисло где-то. Семерка, да, семерка пентаклей. Ждете вы что-то. Очень долго и реально сильно ждете. Что-то запланировали, но оно как висит и ни туда, ни сюда. Как карты вас описывают, что вы очень честный. Кстати, вот по вот этой карте 100% человек. Да, бывает. По семерочкам двум бывает, что вы можете не договорить, либо, не знаю, промолчать. Может быть, по вот этим картам тоже скажу, по-другому здесь как бы нет такого, чтобы прям вот правда. Нет, вы можете немножко поломать стереотипы, либо припугнуть какого-то человека по какому-то вопросу, либо немножечко обмануть. Но оно не во зло идет. 20-й аркан, здесь вообще нет зла. Здесь вы действительно честный человек. Но иногда, да, можете для того, чтобы исправить ситуацию. Чтобы исправить, потому что вы беспокоитесь, допустим, о каком-то человеке, и вы, да, можете либо утаить, либо пропустить мимо, либо что-то как-то не так повернуть, да, вот как-то преподнести. Это тоже есть здесь по вот этим семеркам. Но здесь нету зла. Здесь нету зла. 3 карты без мечей, без ничего, в общем, нет такого. Единственное, что вас что-то держит. Оно еще... Ну вот она, мечевая. Что вас держит? 9 мечей. Ситуация без иллюзий и страхов, да? Вообще истинная ситуация, настоящая ситуация, она без иллюзий, она открыта. Вы, в принципе, понимаете, что происходит. Вы не придумываете больше того, что видите. Есть такое, что да, вы умеете мечтать. Вы умеете мечтать, вы умеете, ну, по семерке кубков, что-то такое вот придумывать, что-то обсуждать, что-то планировать, загадывать. Но по 9 мечей, что у вас больше всего давит, это реальность. Это то, что вы реально видите.
И да, оно может вас давить, потому что есть страхи по каким-то ситуациям у вас, там боитесь за детей, за родителей, за себя, боитесь еще за что-то, боитесь, не знаю, там, да что угодно, но есть эти страхи. И самое, что мне нравится здесь вам вот говорить, потому что я это четко вижу, у вас нет на сегодняшний день никакой иллюзии. Никакой иллюзии. И это супер. Бывают люди в вашей жизни, попадались такие. Возможно, и у вас такая ситуация когда-то была. Возможно, говорю, потому что расклад общий, да? Когда вы обманулись, себя обманули, может быть, такое. Вот и была вот какая-то иллюзия по поводу человека и его восприятия, понимания ситуации. Была такая, вы как будто бы себе нарисовали что-то не то, что действительно было на самом деле. Но карты говорят, по жизни вы другой человек. Просто вы очень сильно захотели закрыть реальность и прочувствовать свое счастье, свою удачу, но ошиблись где-то. Вот было такое. Зря, да, я, наверное, все это говорю, то, что вижу, потому что вы сейчас начнете опять говорить, это не хочется слышать, допустим, там, прошлое не мое, или я не хочу больше о нем, да, хочу будущее. Но есть такое. Просто карты отсюда начали. Ну, посмотрите сами, какие они выходят. Ну, что это такое? Это когда просто вот... Энергия какая-то вот немножко как бесит. Вот серьезно, как бесит. Вот сегодняшний расклад, он опять странный. Он опять странный. Но здесь просыпается настоящее что-то. И действительно, карты многое что могут сказать, подсказать, но жизнь, она реалистична, она ваша, она какая вот карты? Ну, кубковый рыцарь, ну, счастливая, кубковая карта. Ты на коне, рыцарь, конь. Ты на коне, у тебя в руках то, что надо. И кубки — это, да, эмоции, но эмоции радости. Девятка жезлов — эмоции радости, защищенности. А знаете, что я скажу еще больше? Реально. Такое впечатление, что вы покорили самого чертика. Ну, серьезно, я не знаю, как правильнее сказать еще, чтобы не утрировать немножко, да? Ну да, хотела сказать дьявола, но сказала чертика. Вы покорили. Почему? Потому что бы на вас ни делалось, в какие бы ситуации вы ни попадали, а вы все равно идете вот своим направлением. Уверенная. Вот будет у меня счастье, и все. И часто вы себе это говорите. Да. А ну, карты. Что сейчас происходит в вашей жизни? Что сейчас происходит в вашей жизни? Вот опять. Вы на коне. У вас в руках то, что вы действительно, вот как ключ. Да, как ключ. Такая вилочка такая, да, как ключ. Это то, что вы хотите, то, что вы желаете. И у вас глаза не закрыты. Вы реально без иллюзий сейчас. Но страхи есть.
Есть, видите, закрываетесь. Тут даже вот непонятно что, но в голове у вас вот есть такое, что пугает. Даже то, что не может пугать, но вы все равно уже как будто бы на пределе каких-то эмоций, ну, таких зажатости, истерии. Иногда уж, извините, опять же говорю, да, за это слово, но чувствуется такое, просто хочется иногда рвать и метать. Иерофант выходит. А иерофант — это значит подсказочка идет. Вы недавно не испытывали какое-то чувство, как покалывание. Именно покалывание. Знаете, еще кое-что могло быть. Опять же скажу, как всегда, расклад общий, да, у кого-то так, у кого-то так. Но что-то такое было, как покалывание, я чувствую здесь. Это как подсказочка, что ты правильно обдумаешь. Знаете, когда обдумываем что-то, и вдруг что-то там закололось, поколол, не знаю, как покалывание. Это значит тебе подсказка, да, правильно, так поступай. Еще вот это вот мне не нравится, но я вижу у кого-то как ногу свело. Реально. Вот что-то типа этого. Как пальчики так сжались на ногах. Вот такое, может быть, было. Кто расческу недавно просто уронил, просто она из рук выпала, вот ни с того, ни с сего. Вот такое еще может быть. Это как подсказка, что ты правильно думаешь, что ты правильно поступаешь. И что в ближайшие несколько дней ты будешь перед выбором. И выбор будет важный. Может маленький, может большущий такой, да, но выбор ты сделаешь. И сделаешь в правильную сторону. Не бойся. Не бойся, карты говорят. Тот, кто тебя пугает, они уйдут восвояси. И еще вот по этой карте не слушайте нашептываний. Да, кто-то может вам постоянно что-то шептать или что-то говорить одно и то же, одно и то же, одно и то же. Вы уже знаете, что это не надо вам, но все равно они вот оттолкните этого человека, либо просто пойте песню, не знаю, там, лишь бы оно в голове у вас не заседало. Какие-то нехорошие слова кто-то шепчет. Двойка, ну вот она, двойка пентаклей, это как раз и есть выбор. Выбор для чего-то нового. Новенького, интересного. Да. Давайте посмотрим, какая скрытая причина привела вас вот в сегодняшний день. Вот в такую ситуацию, в такое вот понимание, непонимание чего-то. Может быть, в какие-то слезы даже, да, либо одиночество, либо по здоровью что-то. Что вот карты скажут? Что вы скажете? Щупальцы, паутина, паук что-то сдавливает. Но по восьмерке жезлов это какие-то новости и исправления. Но все равно что-то пыталось вас забрать. Испытания, да, вы прошли. И прошли испытания разного вида. Но знаете, тут по карте сразу говорю вам, они вас закалили. Они вас закалили. И знаете для чего? Для реального и гениального будущего. Вот так. А вы особенная. Вы не понимаете этого, что ли, по четверке кубков? Вам судьба дала быть особенной.
Вот кто из вас не понимает? Кто-то понимает, скажет, да, я особенная. Но кто-то из вас нет. Кто-то не понимает до сих пор, что вы особенно. Вы не тень в этой жизни. Вы не какой-то там посторонний человек, у которого вечно все не так. Нет. Да, испытания вы прошли. Тут такие щупальцы. Только держись. Но само понятие, что это я еще вначале увидела, что вы покорили самого чертика, да, это значит, что эти щупальцы, они больше вас не будут давить. Это вы можете теперь их расправить. Гадость вы не сделаете. Нет. Но слезы обид, которые вы выплакали, они через расстояние, через время, они отнесут обраточку вашим врагам. Обязательно. Обязательно. Какая скрытая причина? О, десятка мечей. Ну, десятка мечей это какой-то, может, да, кармический узел. Может быть, действительно какую-то кармическую ситуацию вам пришлось пережить. Чужую, не свою даже. Но считайте, что это тоже как урок для души. И есть в вашей жизни какой-то повторяющийся сценарий. Скрытая причина — это как повторяющийся сценарий. Что у вас есть как дежавю в жизни? Есть дьявол. О, это карта дьявола. Я же говорила про чертика. Огонь, вода, медные трубы — это не ваше. Такое впечатление, что вы самат прошли. Ого-го, я вот сейчас вроде таким тоном говорю, а у самой и мурашки, и все. Дьявол, если на все эти вопросы после мечевой дьявол выходит, значит, карты хотят об этом рассказать. Какая скрытая причина привела в эту точку? Ну, с одной стороны, да, я могу по картам сказать, что вы должны были пройти это все для того, чтобы стать сильнее и получить свое гениальное будущее, самое лучшее, реальное. С другой стороны, этого не хотелось, чтобы было, правильно? Поэтому одну минутку. Опять девятка. Ну, были люди, и даже сейчас есть, которые хотят вам плохого. Даже есть сейчас, раз девятка опять вышла. Такая вот. Дьявол не просто так здесь. Вы особенная. Знаете, люди вас выбирают. Люди вас выбирают, но не могут понять, что в тебе такого. Вот что в тебе такого? Да, они вас выбирают. Кто-то выбирает с добром, кто-то со злом, чтобы именно у вас забрать какую-то энергию. Кто-то с добром. Есть такое. Вы человек, который очень сильно распыляется, помогает, борется за что-то. Знаете, проходя через очень тяжелые жизненные ситуации, вы остались человеком. Тяжелая. Десяточка жезлов. Это тяжесть, это боль, это испытание, это то, что хочется смахнуть, и даже из памяти. И да, я скажу, это не только прошлое. Поэтому, ну, у кого-то, да, может быть, это и было в прошлом, и как бы наслоилось, да, но я почему-то вижу, что и сейчас кое-что не так идет. Кое-что не так. Скрытая причина. Перемены.
13-й аркан. Перемены. Перемены. Знаете, вы привыкли ставить себя не на первое место. Возможно, это скрытая причина. Вы всегда должны были делать как надо, а не как чувствуешь. Вот, может быть, это скрытая причина. Вы брали и берете до сих пор на себя чужие проблемы. Вы умеете оправдывать других и терпеть то, что после этого делается. То, что давно вы просите, чтобы закончилось, но до сих пор терпите. Вот такое еще есть. Вот такое еще есть. По вот этой карте 13-й аркан отмирает плохое. Оно, да, оно уходит. У вас в руках есть сила. Слушайте, я не знаю, можете и посмеяться сейчас, но реально погладьте себя по голове через эту карту. Реально. Чтобы голова перестала болеть, чтобы голова правильные решения придумала, чтобы, не знаю, там еще что вам нужно, какой ответ, чтобы вы поняли этот ответ. Да, может быть, для вас это смешно, для кого-то, но я это вижу сейчас. Это реально как-то, может, глупо даже, но как будто бы сейчас в вашей руке вот эта сила, которая уберет что-то плохое, начиная с головы. В ближайшее время это где-то примерно 2 недели. Где-то 2 недели. У вас будет 2 момента, через которые вы пройдете и которые подтолкнут вас на исправление. Переделка какая-то будет. Переделка чего-то, что нужно переделать. Что именно? То, что в подвешенном состоянии. То, что не знаете, вам как ответ придет. Сильный расклад, серьезно, реально сильный. Ну, давайте посмотрим, что вы, может быть, боитесь признать, что вы, может быть, не хотите уже в жизни, что вы, наоборот, хотите. Хотите победу, 6 жезлов. 6 жезлов, победу над трудностями, над какими-то темными моментами, в денежках, на работе, в здоровье в своем. Да, конечно же, вы хотите эту победу, естественно. Вы хотите... Вот что мне здесь еще, как... подождите, сейчас следующая карта. Карты подсказывают, карты есть. Есть 7, здесь руки и какие-то кольца, которые стягивают. Вы не хотите признавать... Подождите, что вам больно? Или что вы устали? Вы реально, вам больно из-за чего-то, и вы устали. Может быть, слишком через эти мысли навязываете и накладываете на себя еще что-то? Знаете, карта говорит, ты имеешь право хотеть другого. Я не знаю, что именно, решение своего, опять же, другого исхода какого-то дел, да, мужчину, может быть, если мужчина смотрит женщину, да, но что-то здесь не то. Здесь карты говорят, подожди, не бойся признавать, что ты реально устала. Возьми да отдохни, плюнь на многое. Да, тебе больно, потому что ты человек. Но ты имеешь право хотеть другого.
Потом ты имеешь право хотеть и добиваться спокойствия, уважения, безопасности. Вот по вот этим картам реально так, вот как совет от карт, да? Но... А люди с вами какие? Страшный суд. Около вас что, людей нету? Четверка этих пентаклей — это только свои, получается, и то не все. По пятерке жезлов. Раньше вы были в обществе большом, сейчас общество, людей стало около вас меньше, как будто бы, не знаю, что это значит, но я думаю, что вы поймете для себя, как будто бы меньше. Около вас сейчас больше как высшие силы и ангелы. То, что ваше, оно с вами. То, что больше не ваше, оно ушло. Но в скором времени вернется то, что нужно. Но что не нужно, оно реально далеко так и останется. По этим картам даже не знаю, как еще описать. Смотрите. Ваше, да, четверка пентаклей — это мое. Мое — это кто? Это родственники, это близкие друзья, с которыми аж с детства, может быть, или школа там, или институт, или просто недавно познакомились, но очень хорошие вроде бы были, так общались, и вдруг что-то получилось не так, или поссорились, или просто у них свое, у вас свое, и вы разошлись. Но есть какая-то и ссора, есть какие-то и непонимания, как на разной волне вы. Кто-то, да, реально остался с вами, но кто-то все-таки ушел из вашей жизни. И это тоже нужно признать и отпустить. Это реально тоже нужно признать и отпустить. Да, около вас сейчас мало народу, мало людей, которые действительно, как сказать, были бы, не знаю, на вашей волне, что ли, так сказать. Попроще были бы там, допустим, без всякого помысла злого, да, который скрывают. Вот таких открытых, нормальных их мало, очень мало около вас. Говорю, ангелы и страшный суд сейчас ставят все на свое место. Вот так. Что еще карты подскажете? То, что вы особенно реально на сегодняшний день, карты так и говорят. Троечка этих пентаклей — это больше как вложение в себя, вложение в свою новую возможность. Где ваш выход? И давайте посмотрим после тройки вашу реальную опору, да? Вот прямо сейчас, допустим, прямо сейчас ваша, как такая опора. На кого можно надеяться? Восьмерка пентаклей. На работу, что ли? Ладно, понятно. На свои руки и на работу. И по восьмерке пентаклей 100%. Хоть человек-то какой-то есть. Карты. Звезда будет скоро. Скоро будет. И по вот этим картам я сейчас скажу. Есть около вас какой-то человек, но он до сих пор еще не открылся полностью. Он меняется. Он реально меняется, этот человек. Или она, или он, но этот человек меняется. Через время вы поймете, что он реально вот стал немного другим, но уже с пониманием, что да, я буду опорой для тебя. И вы тоже, конечно же, рядышком. Опять же говорю, родственник какой-то, может, любимый человек, может, кто-то из прошлого нарисуется, может, новый совсем появится, которого еще не было у вас в жизни. Такого вот человека. Но по звездочке, да, в вашу жизнь, еще и восьмерка пентаклей, это как будто бы строится все заново, как кирпич за кирпичом выкладывается, да, вот эта дорожка в вашу жизнь. Так что ждите человека, который будет опорой в жизни вашей. Потом, где ваш выход? Где ваш выход? И может быть опора еще в чем-то. Работа, да, тут.
Работа, работа. Да и, в принципе, по двойке тоже ваша работа. Кстати, с работой неплохо должно быть. Это реальная опора в вашей жизни будет. Потому что вы заслужили награду за то, что вы вкладывались. Вы получили знания. Может быть, какие-то дополнительные скоро получите. Тоже понимание, знания. Но это тоже как такая опора для вас будет. А ну, карта подтверди или наоборот. Тройка мечей. А ну, тройка мечей почему? Ага, четверка жезлов — это действительно стена. Не надо переживать. Тройка мечей — это же как бы разбитое сердце, да, или там слезы вечно, переживания, вот, да, вот такая вот карта. Но следующая выходит четверка жезлов, а это стены дома. Это 4 стены, 4 столба, как говорится, с которого точно ничего не упадет. Поэтому опора есть. Вот опора. Опора в вашей жизни вы сами, опора в вашей жизни ваша работа и какой-то очень хороший человек будет. Даже есть, может быть, он уже. Но с другой стороны, вы тоже опора для кого-то. Ваш выход сейчас — это по тройке мечей не мучить себя. А знать, что ты уже в том месте, в той жизни, где никакая гадость тебе не навредит. Видите, сколько лиц за спиной этого человека страшных, таких красненьких. Не знаю, видите вы или нет. Такое вот. Ну, как бы вот так еще карты ответили. Что еще? Десятка кубков — это хорошо. Но выход из сложностей у вас будет через маленькие шаги. Конкретные, но маленькие шаги. Во-первых, по десяточке подумай о себе, то, что ты хочешь. Ты, да. Перестань спасать всех, кроме себя. Нет, вы никогда не уйдете с той дорожки, где вы спасаете, помогаете. Потому что где-то это работа, где-то там врач, вы, допустим, медсестра, там еще. Или по собственной душе. Вот такой вы человек, да? Но в то же время вы перестали думать о себе. Перестаньте говорить «да», когда не надо, и перестаньте говорить «нет», когда не надо. Понимаете, здесь тоже надо как-то немножко измениться. Когда надо — да, когда не надо — нет. Вот и все. Я поняла, что карты еще хотят сказать вам. Гора, да, вроде бы как, пока ты залезешь, но на горе замок. И здесь закрытая. Это значит, ваша жизнь, она не здесь, она в красивом месте. Так ведь карты говорят. А просто, может быть, вы сомневаетесь в чем-то? Поэтому до сих пор еще не видите свое. Хорошо, сейчас. Сейчас кое-что скажу, как подсказочка для вас. Солнце и сиреневый цвет, да? Девяточка. Солнце, сиреневый цвет. Знаете, начиная с утра, попробуйте хотя бы, ну тут девятка, не знаю, хотя бы пару дней, тут, правда, 9 написано, но ладно. Попробуйте каждое утро, хоть один раз в день, что-то для себя делать, а не для других. Потому что вы привыкли, да, я это для себя сделаю, но, допустим, пирог печете, но не только для себя, а для всех. Да, я покушаю этот пирог, но и тому, и тому, и тому отнесу, потому что вот так. Это прекрасно. Это реально прекрасно. Это ваша душа, это ваша жизнь, это ваши интересы. Это тоже приятно иногда, да, раздавать вот пирог, который вы испекли. Но немножечко здесь карта говорит для себя. Вот именно только для тебя. Хоть одно маленькое действие в день. И лучше с утра. Ну, до обеда, скажу так, до обеда, пока солнышко вот наверху.
Вот такая подсказка. Даже не знаю, ну, например, что еще карты скажут. Смотрите, тоже девятка. Если вдруг вот никому кактусы, допустим, не нравятся в вашем окружении, а вам нравится кактус, возьмите себе кактус и купите, или там у кого-то возьмите, или где-то пересадите, не знаю. Это я такой пример говорю, ну что-то типа этого. Не загибайтесь, не закрывайтесь, откройтесь. Опора, ну какая опора? Опора вы сами себе, да. Но и есть все-таки по этой карте, все-таки есть те немногие, кто действительно рядом, а не на словах. Не просто на словах, а действительно рядом. Есть и будут. А в скором времени увидите, как что-то новенькое просто озарит вас. Появится человек, от которого просто вы даже и вы уйти не сможете от этого человека. И он с вами будет, и либо она. Может быть, там мужчина смотрит, да, значит она. Женщина, вы смотрите, девушка, да, значит он. Но может еще и плюс ребенок, допустим, переживания за него есть. И вот что-то откроется в нем такое, что какой-то определенный разговор, и все поставит на свои места, и вы станете спокойнее. Это тоже много значит. Это тоже очень много значит. У кого сын есть, а? О, десяточка. Карты такие, да. И четверочка. Кстати, ждите начало мая, ну, начиная с марта. Скорее всего, так. В эти дни, в эти месяцы, да, март, но до начала мая, кажется, так. Я почему-то так вижу. Ждите каких-то сообщений, ждите каких-то разговоров. Маленький разговор, но очень важный, от вашего ребенка будет. Ну, если взрослый ребенок или подросток, ну вот разговор будет. Подснежники и колокольчики. Да, такой вот плавный переход. Но это весной, это реально весной. Естественно, колокольчики цветут все лето вроде бы, но я вижу здесь вот до мая. До мая должен состояться какой-то разговор. Смотрите, если сын, переживаете за сына. Ключик, какой ключ лежит и какое интересное событие вас ждет. Порадует ваш сын вас. Ждите этого, порадует, очень даже порадует. Любовь к вам и любовь. У него красивая любовь по жизни. В свое время. Солнышко даст знать. Дочка. О, король. Король. Дочка порадует тоже. Хорошие карты. Слушайте, мне аж мурашки по коже. Хорошие карты. Действительно, если переживаете за ребенка, тем более взрослого, подростка, какой-то интересный разговор будет. Вы успокоитесь, вам будет хорошо. Все хорошо. Слава Богу. Есть предупреждение? Ну, карты по поводу детей. На что обратить внимание? Во-первых, по вот этой карте, ну, это обычное, чтобы не простыли, да, ветерок, там, чтобы не такое. И вы очень важны в жизни ваших детей всегда были. И то, что вы дали им, это и даст им возможность не упасть не в нужный, не знаю, вот в какой-то момент. Они не упадут, они вовремя остановятся.
ваши дети, ваш ребенок. Часы, склон и остановка. Не упадет, потому что есть вы. Но переживать, мучить себя нет. Вам, ох, сколько еще по времени вперед идти. Угу. Так что берегите и свое здоровье тоже. Вот так. Ну, давайте посмотрим здесь еще немножко, и все вроде бы. Как бы на сегодня, наверное, хватит. Так вот карты рассказали. Давайте посмотрим совет для вас сейчас, да, ну, может, итог какой-то по раскладу, по всему. Ну, если вы покорили самого чертика, который выскочил здесь, это вообще... Кстати, посмотрим обязательно эти тоже 3 карты, как и в 2 предыдущих раскладах, что именно сегодня карты скажут, да, ангельские. Так, совет для вас. Это 6 пентаклей, видите, туда-сюда летит вроде бы человек. Не торопись, но и не замирай. 6 пентаклей — это дашь на дашь. Ты отдаешь, тебе дается. Ты бежишь и останавливаешься, идешь и назад тоже иногда. Не торопись, но и не замирай в какой-то ситуации, не останавливайся. Знаете, нужна какая-то золотая середина. Не надо сильно торопиться, но иногда можно. И не надо сильно просто закрываться от чего-то. Иногда можно, чтобы там надоело все, отдохнуть и опять открываться, да. Не обвиняйте себя за прошлое. Почему-то еще так. Берегите силы, они скоро вам понадобятся. Колесо фортуны — это вообще супер, да. Они скоро вам понадобятся, ваши силы. Берегите себя. Вы не сломаны. Вы просто долго были для кого-то сильной, а может и даже и для себя самой. Вы не сломаны, нет. Сейчас как раз таки по фортуне, даже по этой карте, это же фортуна, 10-й аркан, как раз действительно идет, ну как все равно вас что-то необычное даже оберегает. Даже так. Сейчас не время терпеть, но и не время не терпеть. Самое главное — выбрать себя и побаловать себя чем-то. Реально. Вот побалуйте себя чем-то. Ну вот так карты говорят. Да, сделайте хотя бы вот каждый день маленькую что-нибудь, такую вот мелочушку, да. Но не то, что все хотят вокруг, а только я хочу. Один раз. Сегодня это, завтра то, вот по чуть-чуть. Вы увидите, насколько сильно начнет многое меняться. Реально. Карта подсказывает сегодня. Карты подсказывают сегодня. Туз пентаклей, да? Туз пентаклей больше как обрыв, срыв. Я поняла. Как заворачивается все. Завернись во что-то. Карта первая вышла как сиреневая все равно, да? Лиловый, сиреневый, ну что-то в этом роде. Цвет. Завернись в этот цвет. Не знаю, это одеялка, платочек, ленточка, заколочка сиреневого цвета, сиренево-лилового, вот что-то в этом роде. Реально, это как совет. Оберни себя, чтобы получить свое, как притяжка, вот притяжение. Туз пентаклей вышел, да? В ближайшие дни выбери что-то. Может, синее даже, может, реально синее. Или что-то светло-сиреневое, светло-синее, голубое. В одежде лучше всего, если это будет. Походите в этом в течение нескольких дней. Это про спокойствие и защиту на сегодняшний день. Угу. Вижу я это. А там, конечно же, как хотите, но я вам говорю, вот. Ой, свалила тут.
эти? Что эти скажут? Ну, не красное там, не желтое, а вот именно, да, вот что-то такое вот сиреневое, синенькое, голубое, вот такое вот. И это тоже как туз. Туз мечей, можно сказать. Это как ваш оберег будет на ближайшие дни. И какое-то спокойствие, защита от чего-то. И от чего-то защита. Я вижу еще одного человека в конце расклада. О, видите, а тут уже красное, но это не для одежды, это для человека. Я вижу какого-то человека. И опять же идет девятка. Он старше вас. Это мужчина. Вы с ним будете советоваться, либо разговаривать по какому-то делу. В процессе разговора постарайтесь не спорить, а просто выслушать. В этом разговоре будет очень нужная мысль. Очень нужная мысль. Не принимайте решения вечером, лучше утром на свежую голову. Вот так эта карта говорит здесь четко. Ну, давайте еще и уточню по вот этой колоде, что здесь. Ну, я вижу, что он старше вас немножко. В всяком случае, выглядит точно старше вас. Но это решение. Это паш мечей, да. Не надо вот меч оголять, да. Не надо спорить, а просто выслушай. Это опять же карта говорит, не спорь, мечевая, да, а просто выслушай. О, тут еще пентаклевый паш тоже выходит. Ну, значит, здесь есть, там будет нужная мысль. Реально, нужная мысль будет. То, что вы возьмете себе за основу. А десяточка пентаклей. И опять же, да, как вы заходите в пространство. Ну, реально. Вечером не надо. Ложитесь спать. Потом обдумаете потихонечку, даже, может быть, с утра там что-то решите, но реально, на свежую голову придет правильное решение. И вы выиграете что-то для себя. И вы выиграете что-то для себя, реально так и есть. Это мужчина. Колесница. Ну, колесница еще говорит, если вдруг появится желание отменить встречу или этот разговор, не отменяй. Колесница просто так не выходит. Потому что, да, вы можете испугаться. Ой, я не хочу с ним разговаривать. А вдруг опять что-то пойдет не так. Даже если не так пойдет, вы, выслушав, поймете для себя что-то важное. Не отменяйте эту встречу, этот разговор. Разговор, да, может получиться по телефону, либо по видеосвязи, либо реально вы встретитесь, но этот разговор важен. Он важным будет. И знаете, здесь идет не про магию. Здесь идет не про магию. Здесь идет про внимательность, пятерка пентаклей, к мелочам. Пятерка пентаклей — это пустота и тупик, из которого вы выйдете через это. Именно это выведет вас из пустоты. Пятерка пентаклей. И это не магия, это внимательность к мелочам. Да, сделайте это. Это вам поможет. Опять семерочка идет. Но семерка можно даже в конце сказать: оковы сбрасываешь. И то, что ты делал, наконец-то будешь получать свои плоды. Ты будешь радоваться уже в скором времени. И опять выходит туз мечевой. Так что все в ваших руках. Реально, все в ваших руках. Что тут на дне? Ага, четверка кубков все-таки выходит. Ну, четверка кубков — это то, что судьба вам дает. И не стоит отворачиваться от этого. Не стоит переживать. Не стоит себя ругать за что-то. Не стоит стесняться, бояться. Потому что у вас по-другому все.
Даже не знаю, что еще сказать здесь. Наверное, все. Наверное, я уже сказала, я не хочу просто по кругу начинать. Просто реально. Карты говорят, жизнь подсказывает. Но советы в этом раскладе стоит послушать. Они реально такие сильные. Да, может быть, какая-то мелочь, может быть, какие-то странные. Но они сильные для вас будут. Давайте 3 карты, да, отсюда достанем еще. Практика, практика, еще раз практика, да? Ежедневная практика поможет отшлифовать мастерство и укрепить уверенность в себе. Ну, смотрите, если смотреть по этой карте что-то житейское, практика, ну тогда, не знаю, развивайте свое, что вы уже можете, но практикуйтесь. Либо начните что-то новое и практикуйтесь. Потому что идет удача через практику, через вложение, удача по работе, удача в каких-то финансовых начинаниях. И здесь хотела бы, дайте-ка я вот так дополню. Луна. Разговор. Разговор, можно так сказать. Разговор, который выведет вас из Луны, из какого-то непонимания. Таки будет разговор. Все-таки будет. Вот такое вот еще. Разговор тоже будет. Ну, смотрите, я не знаю, как еще объяснить эту карту, серьезно. Бывает и так тоже, что вот есть карта, да, есть послание, немножко закрыто. Может быть, для того, чтобы вы сами для себя поняли, да, какая практика именно и откуда уверенность я могу взять. Вот что-то ежедневное, может быть, ежедневный подарок себе, да, вот я хочу это, я себе беру. Вот малюсенькое, может быть, это укрепит уверенность, укрепит и откроет новое что-то, да. Либо каждодневный разговор с каким-то человеком, только уже на другую тему, не та, которая вас беспокоит, а просто каждый день, каждый день, каждый день, и у вас вы новое, отношения новые, и что-то прекрасное начинает проступать, проявляться. Вот так. Давайте еще посмотрим. Вторую. Здоровое питание. Ну, здесь понятно. Обычная карта. Здоровое питание. Улучшите питание, и жизнь изменится. Так что да, покушать все-таки нужно что-нибудь, может быть, вкусненькое, может быть, правильное. Не знаю, для кого-то, возможно, это подсказка важная именно на сегодняшний день. Может быть, вы сомневались в том, что можно кушать или нельзя. Может быть, все у кого-то что-то спрашивать по этому поводу. Вот подсказочка есть. Что-то про питание, да, надо задуматься и что-то где-то изменить. Может быть, у вас есть какая-то привычка, которую, может быть, надо немножко проредить либо убрать. Может быть, вы переживаете, что вы полненькая. А эта карта говорит, с какого перепугу, извините уж, вы полненькая, вы самая красивая. Если вы здоровая, чувствуете себя превосходно, значит, все, вы красота в этом мире. Или наоборот, слишком худая, но здесь тоже надо посмотреть. Если уж слишком худая, то, наверное, надо покушать. Если вы здоровые и все хорошо, тоже нормально вроде бы. Так что здесь здоровое питание — это прекрасно, но оно больше говорится с этой карты. Ты здоровая, ты хорошо себя чувствуешь, значит, у тебя все великолепно. Значит, вот так. Ты такая, как ты есть, ты нравишься. Вот здоровье есть, все. Остальное просто превосходно. Просто превосходно. Никогда не переживайте, если вы много едите или мало едите. Главное, чтобы вы чувствовали себя здоровой. Крайности, да, вот тут уже
посмотрите, вот в крайности совсем мне не надо. Не надо. У тебя столько всего еще впереди, карта говорит. Столько всего еще впереди. Кстати, по этой карте, если кто-то вам что-то говорит свое, ну, да, вы можете послушать. Но живите все-таки в своих мыслях, и в своих надеждах, и в своих желаниях. Вот. Еще. А, кстати, у кого была бабушка, надо посмотреть, что ангелы говорят, которая вам что-то очень сильное такое и красивое посоветовала давно. Может быть, есть до сих пор эта бабушка, может быть, ее уже нет. Царство ей небесное, если нет. Вот, пусть там все будет хорошо. И если есть, пусть здоровье будет крепкое. Но что-то она вам советовала, что-то она говорила. Очень важные слова, которые у вас как колокольчики вот звенят. Вот они вам даже могут помочь продвинуться в каких-то ваших начинаниях либо продолжениях. Но оно как слова поддержки, слова ключики. Если вы определенную фразу какую-то помните, повторите ее. Может быть, она будет как ключик открытия. Знаете, когда связь соединяется, да, через слова, и вы становитесь сильнее. Ну, потому что это тоже интересно, потому что это тоже иногда надо. Давайте еще одну карту, третья. Вот, пожалуйста, исцеление. Исцеленный и целитель. Целительная энергия окружает вас и ситуацию. Ангелы какие, да, дарят вам целительную энергию. Но по всему раскладу вижу, что вы уже добились того, что даже чертик где-то на вашей стороне. Это вообще супер. С начала расклада это вообще, когда такие карты пошли. Но здесь видите ангел, целитель. Так что исцеление, здоровье должно поправиться. Просим за здоровье, и обязательно ангелы помогут. Вот. Все будет хорошо. Угу. Все будет обязательно хорошо. Ну все, на сегодня все. Счастья вам огромное. Вот. И увидимся, услышимся на следующем раскладе. Так что подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Жмите колокольчик. Для того, чтобы, вот как я выпускаю видео, сразу приходили к вам, чтобы вы видели. И пишите комментарии, ставьте лайки, если не трудно. Вот, на связи. Всего доброго еще раз. Пусть все будет хорошо. Да?